Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о великом празднике Сретения Господня. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не привлечь беды, проблемы и неприятности. А также в этом видео поговорим о ритуалах и обрядах, которые помогут вам приумножить свои деньги и преувеличить достаток. Все далее более подробно в этом видео. Обязательно просмотрите это видео до конца. Итак, друзья, 15 февраля, все мы православные будем отмечать праздник Сретения Господня, который символизирует встречу холодной зимы и жаркого лета. Сретение имеет глубокие языческие корни, а церковным праздником этот день стал только после прихода на Русь христианства. В дохристианском мире люди просили в этот день богов послать богатый урожай и хорошую погоду. В народе даже остались поговорки о встрече зимы с весною, что на Сретение зима с весной встретилась, в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила. Конечно же, в этот день существовали народные приметы. Также наши предки знали, что в этот день желания непременно сбываются, а ритуалы будут очень действенными. Дело в том, что обряды на Сретение обладают особой силой, помогая избавляться от всего плохого, улучшать свою жизнь и кардинально менять судьбу. И, друзья, Сретение Господня, которое мы с вами ежегодно празднуем 15 февраля, является праздником непереходящим. В этот день верующие также отмечают 40 дней после Рождества Христова. Сретение Господне 15 февраля все мы начинаем вспоминать библейские рассказы, которые рассказывают нам о том, что Иисус Христос был рожден Девой Марией. Именно в феврале Мария пришла с ребенком в церковь. В былые времена женщинам было запрещено приходить в храм до того момента, пока не пройдет определенный промежуток времени. Такое время ранее представлялось как 40 дней. Как только Пресвятая Мария вошла в двери храма, ей встретился священник. Этому священнику было предначертано, что он умрет только после того, как встретится с Иисусом Христом. Именно в этот день после встречи старик и умер. До этого он поблагодарил Господа за данную встречу и спокойно встретил свою смерть. Но в этот день есть еще одна важная традиция, которую всегда наши предки старались выполнять. Это освящение воды, которое ценится наравне с крещенской водой. Согласно древним традициям, жидкость не носили в храм для освящения, а собирали ее с тающих сосулек. Со временем она была утрачена, и священную воду принято набирать было в церкви, и используют ее в таких случаях для исцеления от внутренних заболеваний и внешних повреждений, для того, чтобы избавиться от сглаза и порчи. Такой водой можно окропить близких людей перед важными событиями, например, длительными поездками. Окропляют такой водой домашний скот при первом выгоне после зимы. Вы знаете, многие церковные праздники имеют перечень дел, которые находятся под запретом. И в большинстве своем они были созданы для того, чтобы человек не отвлекался от веры и занимался только благими делами. И есть перечень, что нельзя делать на Сретение Господня. В этот день, 15 февраля, запрещено ссориться и даже думать о плохих вещах. Нельзя в церковные праздники убираться и выполнять другую домашнюю работу. Такая традиция возникла, когда христианство только начало зарождаться на Руси, и тогда религия насильно насаждалась людям. Не стоит в этот день ехать на дальние расстояния, поскольку существовал риск, что оно может плохо закончиться. В Сретение Господне используются поверья, обряды, которые появились еще в глубокой древности. Например, есть приметы, что лучше в этот день не выходить вообще из дома, за исключением посещения церкви, поскольку можно потерять удачу. Есть еще одно суеверие, связанное с деньгами. Нельзя на стол в этот день класть кошелек,
поскольку можно отвернуть от себя денежную энергию. И, друзья, в этот день, в Сретение Господне, вы можете провести определенные ритуалы на привлечение изобилия, достатка и благополучия в свою жизнь. И первый ритуал, который мы вам предлагаем и рекомендуем провести 15 февраля на Сретение Господне, это ритуал на сытую семейную жизнь. Поэтому, если на Сретение Господне к вам подойдет голодный пес, обязательно покормите его. И он незамедлительно приведет в ваш дом человека, с которым ваша жизнь будет сытой и спокойной. Впрочем, подкармливать бездомных животных стоит всегда, потому что наши предки не сомневались, что это помогает привлечь удачу и достаток. И также в этот день вы можете провести практику примирения. Поэтому, если вы поссорились, поругались с кем-то и вас тяготит обида, постарайтесь встретить того человека, с кем вы в ссоре, на Сретение Господне и поздороваться с ним первым. Вашу обиду как рукой снимет. Конечно же, на Сретение Господне вы можете провести и ритуал для удачи и благополучия. Напоминаем всем, что вода, освященная на Сретение, обладает особой силой. И здесь к христианской традиции явно примешиваются и старинные языческие верования. Например, со сретенской водой можно проводить обряд на привлечение благополучия и удачи. Для этого что мы делаем? Вам нужно в стеклянный стакан налить воду. Ставим на стол и далее ставим на стол, но стол должен быть покрыт светлой, лучше льняной скатертью. По правую и левую сторону от стакана зажигаем 2 освященные свечи. Далее читаем молитву «Отче наш», но читаем ее наизусть. Помните об этом, надеемся, все помнят эту молитву. Затем берем стакан в руки и делаем 3 небольших глоточка. После этого ставим стакан на место, наклоняемся над водой и 3 раза произносим шепотом такие слова. Как льется водица, так дуют ветра, разольется неудача, развеется беда, омоется раба Божья. Называйте ваше имя росою утренней, овивается ветром свежим. Станет раба Божья, называйте имя удачливой, понятливой. Все стечется, все свяжется, все заслоны и запруды разойдутся, как их и не было. Словам замок, а ключ пропал. Обращаем ваше внимание, что свечи должны догореть полностью, а водичку следует выпить за 3 дня. Для этого мысленно разделить ее на 3 примерно равные части. Далее на Сретение Господне вы можете провести практику со свечами. Дело в том, что у древних славян 15 февраля этот день называли Громница. Считалось, что это единственный зимний день, когда может случиться гром. И в этот день почитали стихию огня и жену бога Перуна молнию. По традициям в этот день разжигали у дорог огромные костры. Вследствие этот ритуал превратился в обычай изготовления на Сретение свечи. Ее делали из воска, собранного с 8 или 10 крестьянских дворов, и затем хранили по очереди, но до наступления определенного праздника. И такая свеча хранилась за образами. Какое бы ни случилось в семье событие, радостное, печальное, приглашался священник, который служил молебен и зажигал такую свечу. Впрочем, она не сгорала до конца, напротив, ее периодически восстанавливали, наращивали и пользовались волшебным огнем лишь в самых важных случаях. На Сретение в церкви и воду святят, чтобы напоить ею больных, побрызгать домашних животных и стены дома. Этой водой окропляют пасечники свои ульи в первую неделю каждого новолуния, для того, чтобы полными были. На Сретение освещают и свечи, чтобы потом зажечь их и очистить свой дом от всякой нечисти, от ведьм по церковным традициям и от негативной энергии,
по-светски. Поэтому обязательно 15 февраля сходите в церковь, обязательно закажите саркауз за здравие, за себя и за тех членов семьи, которые с вами проживают. И, конечно же, обязательно возьмите, купите свечи себе домой. Друзья, мы всех поздравляем с праздником, с Сретением Господня. Желаем всем здоровья, Божьей благодати, благополучия. Пусть в вашей жизни все ваши желания и мечты сбываются. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.